Друзья, всем привет! Если вы работаете в теме P2P, то я уверен, этот ролик будет интересен для вас. Значит, в предыдущих роликах на моем канале мы смотрели, как парсить и использовать текущего трейдера, который мы видим сейчас на экране, в каких-то проектах, в обработке их данных, для получения текущих курсов и так далее. Сегодня мы посмотрим чуть глубже в API биржи, конкретно Binance и Bybit. Сегодня мы не будем парсить ордера, как обычно. Давайте лучше перейдем к документации и посмотрим, что здесь у нас вообще есть. Значит, здесь у нас документация по разделу P2P для биржи Binance. Что мы здесь видим? Это вот все запросы, которые мы можем использовать, а конкретно какие-то из них можно использовать только владелец мерчант аккаунта. Если у вас нету мерчант аккаунта, то мы также можем сделать для вас какой-либо проект, просто это будет дороже, так как в реализации это гораздо сложнее, нежели использовать обычные запросы. Но есть и запросы, которые может использовать каждый пользователь. Например, один из самых популярных запросов, которые к нам писали заказчики, мы реализовывали проекты. И самый популярный запрос это будет размещение ордера. Размещать ордер могут только мерчант аккаунты с помощью API Binance для P2P. Поэтому не каждому пользователю это возможно. Но если вам нужен проект у нас, мы также можем сделать размещение ордера на вашем аккаунте. Просто это будет дороже, так как реализация будет не через API, а через эмуляцию обычных действий пользователя. То есть со стороны это будет выглядеть, как будто вы обычный пользователь и просто руками выставляете ордер. Поэтому, если вам нужен проект, то в любом случае мы сможем его реализовать для вас. Но какие-то запросы здесь, да, для мерчантов только, но также и есть запросы как раз таки под обычных пользователей, которые каждый может использовать. Давайте, например, вот попробуем запрос для получения ордеров, совершенных по аккаунту. Перейдем в код. Здесь я полный обзор прям делать не буду. В общем, у нас есть запрос. Здесь мы запрашиваем ордера, совершенные по аккаунту. Здесь мы видим endpoint, на котором мы совершаем запрос, чтобы получить эту историю. Давайте вот возьмем его, скопируем и найдем в документации. 25 запрос. Здесь у нас указан метод запроса, endpoint сам, параметры, которые мы можем высылать. Здесь да, там по страницам делать запросы, по количеству строк, ограничивать по времени, то есть начиная с определенной даты до какой-то даты и так далее. Здесь у нас особо ничего такого нету, то есть здесь я поставил за последние 365 дней с текущей даты, чтобы вернулись ордера. Также в конфиге у нас наши API-ключи обязательно, то есть если мы делаем запрос по аккаунту, то нам нужно указать, что это за аккаунт. Соответственно, API-ключи как раз таки и нужны для этого. Мы указываем все нужные параметры, подписываем сигнатуру и отправляем запрос на данный URL. И в sort user data мы просто фильтруем ордера, чтобы красиво их вывести. В принципе, это весь код, давайте попробуем запустим. Также можно просто для вида вывести, как будет выглядеть сам ответ. И после мы уже его отфильтруем. Получили ответ, то есть смотрим, нам вернулся список, по ключу дата у нас список из наших всех ордеров. Особо какие-то параметры мы не вписывали, только указали, чтобы начальное время заказов было 365 дней назад. В принципе, это все по данному коду. Также видим, да, вывод. Поэтому вот пример такого запроса, он является приватным, но при этом мерчанта у меня нету, ни на Binance, ни на Bybit, но совершать данный запрос я могу. Сказать, какие из этого списка запросы являются для мерчантов, какие для обычных пользователей, я не могу, потому что мы не использовали не все из этого списка запросы, поэтому можем сказать только по популярным, какие были. Например, запрос на выставление ордера, он является только для мерчантов. Ну и повторю все же, если вам нужно, то мы можем сделать автоматическое выставление ордера, просто реализовать его по-другому, не через запросы API. Поэтому вы можете связаться со мной в Telegram, и мы с командой поможем с проектом. Давайте теперь перейдем к Bybit. Для Bybit также есть документация, она менее проработана, но здесь есть все основные запросы для работы с ордером. То есть мы можем полностью работать с ордерами, выставлять ордер, удалять соответственно, менять его, получать данные карты по совершенному ордеру, заказу. Также в документации Bybit есть возможность открытия веб-сокета, то есть прямого подключения, чтобы получать информацию в режиме реального времени по текущим заказам.
продемонстрировать, к сожалению, я не смогу, у меня нету мерчант аккаунта. Если у вас есть, то мы можем вместе провести какие-то тесты, если вам нужно, или просто реализовать для вас проект. Ранее мы реализовывали проекты для Bybit конкретно через эмуляцию, без API запросов. Также часто интересуются, могут ли заблокировать аккаунт за эмуляцию. Еще ни одной блокировки аккаунта у нас не было, так как по факту это просто повторение действий обычного пользователя, это и есть эмуляция. Вот. Но с недавних пор у Bybit появилась документация для P2P, и оно стало гораздо легче для управления. Поэтому, если вам также нужен проект для P2P Bybit, то мы можем помочь вам с этим. Все контакты под видео. Благодарю за просмотр.